Китай без конца и без края ведет свою турбо-работу переговорную, просто штормит всех желанием поговорить тоже и об Украине, и о войне в секторе Газа, и не только. И вот говорит представитель МИД Украины Георгий Тихий, что ведется постоянная работа для встречи президента Украины Владимира Зеленского и лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. А как долго может продлиться эта работа? И возможно ли тот факт, что Китаю тоже надо эта встреча в ближайшем будущем, не меньше, чем нам? Вот это очень правильный вопрос, как долго. Это очень правильный вопрос в отношении Китая. Потому что, когда вы говорите, что китайцы же тоже понимают, что написано в мирном плане саммита. Нет, не понимают. Нет, не понимают, серьезно. Не потому, что они глупее нас, нет, они думают по-другому, в принципе. Мы европейцы, мы это доказали. Мы умеем думать как европейцы, американцы, то есть представители западной цивилизации. У нас есть такие понятия, как schedule какой-то, таймплан, так сказать, вот это все. У нас время линейно, чтобы вы понимали. Да? Если нам дать шкалу времени, мы нарисуем одинаковые отметки по времени. У китайцев вообще нет. Вот вообще нет. Поэтому у них время, оно идет по-другому. И поэтому все, что мы там что-то торопимся к какому-то концу года, у них нет таких рассуждений. У них не знаю, чем туда на восток больше движешься, тем более абстрактной штукой становится время. И жизнь. Я с китайцами мало работал, но мало пересекался. Но вот когда я туда двигался, в ту сторону, в Центральную Азию, это, считайте, на полпути, да, до Китая. Вот там есть куча новых времен, например, даже в языке. Причем, да, в русском даже. Например, прошедшее неожиданное время. Да, это мое любимое из кыргызского время. Прошедшее неожиданное начинается со слова, вы знаете, как там, я пойду, это будущее, да? Да. Я ходил, это прошедшее, законченное, да? Я иду, это настоящее. А оказывается, я ходил, это прошедшее неожиданное. Когда человек говорит, оказывается, мы подписали бумагу. Понимаете, это оно давно, но только сейчас об этом узнали. Оказывается, в том мирном плане, по результатам саммита в Швейцарии нельзя рассматривать мирные планы, где нет территориальной целостности. Вот это по-кыргызски очень. Оказывается, нельзя рассматривать. Так вот, я думаю, что в Китае еще все круче в этом смысле обстоит. Так как они совершенно не интересуются временем, и, в общем, это правда. Вот есть пространственно-временной континуум. Да. Нас всегда интересует у одного перекос в одну сторону, у кого-то в сторону пространства, у другого в сторону времени. У нас всегда мы заморочены с этим временем, ужасно. Вот. А китайцев оно не сильно интересует. Поэтому им там в целом никогда не к январю или к декабрю. А вообще, что с Россией-то, спросят они. И вы им скажете, Россия слаба. Слабеет. Слабеет. Это хорошо. Они не зададут вам вопрос, так она к январю уже ослабнет, а вот в Вашингтон поедете, вам скажут, к какому января она ослабнет. Да. Правильно? К какому января ослабнет. Вот. Поэтому все эти китайские переговоры, вы же видите. Вот сейчас вдруг кто-то там из них в очередной раз сказал, у Китая у нас есть мирный план. В смысле? Вы его написали 1,5 года назад. Вы уже забыли, как он выглядит. Вот что, за 1,5 года он не сработал, а сейчас все такие, да, кстати, китайцы ведь написали замечательный мирный план. Они поэтому не называют его словом план. Да. Позиция Китая по украинскому вопросу. Украинскому кризису, не войне. Кризис. Но в мае они написали еще одну бумажулю, совместный китайско-бразильский план. Там уже 6 шагов, короче пошли путем. Вот, кстати, я его так что-то... А что там, не вспомните? Да, а я тоже ничего не поняла. Там статут ООН. То есть такой же примерно смысл, да? Такой же, видите? Конечно, там есть уважение к статуту ООН, но конкретизации и вывода российских войск, ни одной фразы. Нет, там этого нет. Да. То есть, видите, устав ООН, то все, да. То есть, это снова такая совместная теперь у нас позиция. Видать, была позиция Китая, в ней было 12 пунктов. Да. Решили совместить с позицией Бразилии, в которой тоже было 12. Их осталось 6, потому что 12 плюс 12 равно 6. Это же понятно почему. Нужно же взять только совпадающие, остальные отбросить. А совпало 6. Я думаю, поэтому появился китайско-бразильский. Сейчас они подключат Аргентину, там совпадет 2, останется 2 пункта. Это нормально. В принципе, пусть пишут, нам-то что, да, можем и почитать, и внимание этому тоже уделить. Да, реальность-то в чем? Теперь я шутили, верну зрителей к реальности, чтобы мы понимали, чтобы зрители понимали, что мы всерьез тоже могем. А серьез состоит в том, что нет никакого плана замиряться у Путина. У него нет плана мира. Он не желает никакого мира. Он желает уничтожить Украину. Точка. Все.
Уничтожить. Либо мы уничтожим его вместе с его экономикой, с его страной, которая полетит в тартарары. Либо он уничтожит нас. У нас нет партнера, с которым мы можем вести переговоры, о чем-то договариваться. Его просто не существует. Он существует только в голове. В голове у каких-то у Папы Римского, у Илона Маска. И больше нигде. Больше нигде этого партнера нет. Не потому, что мы хотим или не хотим. Это от нас не зависит. Вот есть такой фактор, который от нас не зависит. Есть вот то, какие цели преследует Россия сейчас. Мы не можем поменять эти цели. Мы не можем на них повлиять. Они такие. Развалить Россию мы можем попытаться. Развалим, у нее поменяются цели. А Путин вообще понимает еще, какие у него цели? Да, конечно. Геноцид наш, и все. Одна цель. Да нет. Давайте так. Геноцид – это цель России, россиян. Вот уничтожить Украину – цель россиян и Российской Федерации. Лично у Путина не так. У него все проще гораздо. Он живет, он как китаец. Ну, он же такой, да. Он живет процессом, а не временем в этом смысле. Поэтому и этот процесс держит его. Всегда. Вот некоторые думали, что он мечтал о маленькой победоносной войне. Да. Нет. Ему нужна постоянная колониальная война. То есть война, которая не вносит большой сумятицы внутри России, где-то там происходит всегда, и постоянно тем самым оправдывает его существование. Постоянно он может к ней апеллировать, разговаривая со своими союзниками, я имею в виду внутри Российской Федерации, объяснять им, почему временно все очень плохо, да? И почему потом, наверное, будет хорошо, но потом, а не сейчас. Вот ему для этого нужна такая колониального типа война. Он первый вот этот блицкриг, который не удался, он перевел в колониальную войну. Я разговаривал со своими агентами в России. И, в общем, они даже эти слова прямо говорили, что, посмотри, вот уже удалось перевести в колониальную войну. Никто в России не страдает сейчас. Но этот разговор был в ноябре прошлого года. Прошел, уже скоро будет год. И война постепенно перестает быть колониальной. Это мы возвращаемся к началу разговора. То, что вы сказали, война перестает быть колониальной, потому что раз людей за 2 миллиона нет, значит, понадобятся бесплатные люди. Раз. Второе, в тюрьмах все больше противников войны. Третье, хлеба-то все меньше, потому что танков все больше. И вот это уже неизбежность. И вот эта инфляция, она настоящая. Кого касается инфляции в первую очередь? Всяко не чиновников путинских. Инфляция касается, естественно, самых бедных. А инфляция в России самая большая в мире. В мире. Так понятно, что пострадали в первую очередь все эти самые бедные россияне. Вот. И это Путину вообще не подходит. То есть это не тот формат, на который он рассчитывает. Он сейчас ищет какое-то решение, заставляет своих экономистов. Но этого решения не существует в области экономики. Так бывает. Оно существует только в политике, а в экономике его нет. Но он заинтересован в этой вечной войне. Ему геноцид, это вот уже Медведев, Патрушев, эти уже геноцидники. А он просто воевать. Война как фактор выживания политического для него и как фактор передачи, как выяснилось, власти его детям и так далее. То есть он сидит на кремлевском чемоданчике в своем кресле, пока воюет? Да. Конечно. Потому что любое окончание войны, давайте представим себе какой-то договор. Договорился. Поехал, договорился вместе с Си о том, что не знаю, заморозили. Например, заморозили так, как есть. Мы больше не воюем пока. И вдруг в этот же день. А что случится-то? В смысле? Санкции же никто не снимет в этот день. Нет, конечно. Никто, конечно, не снимет. А получается, все, живем так же, как раньше, только у нас исчезла цель. Раньше была цель какая? Мы сейчас закончим войну, победим, и снова будем жить хорошо. А тут уже нет. И это я сейчас не в отношении пенсионеров, в отношении, говорю, элиты, властей, региональных властей. И они придут спрашивать, подождите, а как дальше-то жить? А что теперь-то? Раньше мы понимали, почему мы терпим лишения. Почему? Реально, представьте себе человека, который зарабатывал до войны, не знаю, $1 миллиард, да? А сейчас зарабатывает $500 миллионов. Он терпит лишения из-за войны. И кто-то должен за это лишение ответить. И это будет Путин, безусловно. Однозначно, да. Причем за все решения и по всем статьям. И от своих же в первую очередь, по всей видимости, до Гааги он, наверное, и не дотянет. Конечно. Что вы слушайте, вот это поверить в то, что в Гааге окажется Путин, я точно не могу. Прям вообще ни при каких обстоятельствах. Что он окажется какой-либо скамье подсудимых, когда-либо будет давать какие-либо показания. Вот это я не могу поверить, потому что его точно обязаны убить. Просто иначе они совсем если они не убьют.
Я тоже так думаю, что его прикончат еще даже никто и глазом. И он, и все его двойники, если они существуют, не успеют мигнуть. Трамп упоминается в молитвах перед митингами с его сторонниками чаще, чем Иисус Христос. 87 и 61 раз соответственно, подсчитал журнал The Atlantic. О чем молятся Трампу? Не, ну, тут как бы, как вам сказать, я посмотрел выступление Трампа, вот реально как-то ночью сидел, не спалось, как говорится, и тут по Ютубу прямая трансляция выступления Трампа перед избирателями, просто в каком-то маленьком американском городке. И обычно же я видел Трампа в более официальных ситуациях. Я видел его, как он с Байденом дискутирует, как он в новостях выступает. А тут толпа, что-то типа спортивного такого комплекса, ну, закрытого, и толпа людей. И я понял, в очередной раз вспомнил, точнее, почему все-таки это Трамп является лидером предвыборной гонки сегодня, а не Камала Харрис и не Байден. Потому что, конечно, это... Я вот, знаете, видел однажды на Аллее Славы в Голливуде его звезду. Он ее заслуживает, реально. Потому что тот перформанс, который он выдавал, человек, которому, в общем, сколько там, 78, да. По-моему, лет, да, если я не ошибаюсь, правильно. или 79, да, сейчас не 70, помню. ну, там почти 79-78. Да, он выдавал блестящий стендап. Это прямо стендап настоящий. Причем очевидно, что это не написанный сценарий. Да, придуманный там как-то, прокрученный в голове. Но это нельзя взять и полностью исполнить от начала до конца. Этот человек умеет работать с публикой. Он стал президентом США по единственной причине. Надо же понимать. Вы же знаете, да, как называется эта причина? Ну, я имею в виду первый раз, когда он стал. Он стал президентом США, потому что он 13 сезонов вел шоу «Кандидат» на американском телевидении. Это единственная причина, по которой он стал президентом. Ни по какой другой. Потому что все эти слоганы типа «Make America Great Again» это все тоже дымовая завеса. Главный его слоган – это «You are fired», «Вы уволены». Это фраза, которую он произносил в этом самом шоу. Он его вел 13 сезонов. После него, кстати, на 14 сезон, по-моему, Шварценеггер вел, или кто-то такой, я сейчас не вспомню. Вот. Но 13 сезонов вел он продюсировал это все и говорил: вы уволены. И, собственно, под этим он шел в Вашингтон. Я сейчас всех уволю. Он крутой дядька, потому что он всех способен уволить. Так это выглядело в глазах публики. И те, кто разочарован был его президентством, собственно говоря, почему не проголосовали за него второй раз, так же, как в первый? Он не уволил, он не разогнал всю эту, как они считали, шушеру в Вашингтоне. Вот сейчас он снова идет, в общем-то, показывая вот этот перформанс. Поэтому на него и молятся, как на... Вы знаете, говорят, икона стиля, да? Икона стиля. Вот он икона телевидения американского. У него звезда на аллее Голливуда. Поэтому он икона, и на него молятся. Это нормально, что Трамп стал религией. Камала Харрис не стала религией, а Трамп стал, конечно. Война теперь уже неизбежна. Последние события в Израиле. Ну, не сегодня, завтра Израиль нанесет очень сильный удар по Хезболле. Администрация Байдена занимается опять в течение последних 2 дней, отчаянно пытается удержать израильтян от этого удара, который им совершенно необходим. Совершенно необходим по многим причинам. Ну, в том числе и проявить солидарность по отношению к друзам, единственной национальной группе, которая поддерживает израильтян. Потому что, ну, естественно, на неделю назад, когда хуситы убили своими беспилотниками одного израильтянина, но Израиль разнес там целый порт, очень серьезно разнес. А сейчас убили зверски 12 детей. Ну, это невозможно просто это оставить без наказания, да и пора с ними разбираться. Это уже война поднимется на новый уровень, это сделает мировую войну, а в том числе и украинской и израильской, это просто 2 фронта одной войны. Сделает эту войну центральным вопросом избирательной кампании, и в ней нужно выигрывать будет более жесткие позиции, потому что бы там ни шло, никакие политические маневры не шли, опросы общественного мнения, они устойчивы. Они показывают громадное за поддержку Израиля, ну, что-то 75% и 65% за поддержку Украины.
Израиль просто традиционно больше воспитанное американское общество, что это союзник. А почему эта позиция такая, казалось бы, самоубийственная, демократическая? Она вынуждена. И Байден это делал, а вот Харрис должна была бы от этого отказаться. Они оглядываются на свое левое крыло демократической партии. Вы же видели, когда блестящее было совершенно выступление Нетаньяху в Конгрессе, оно и нам помогло. Оно всего американского народа подняло значимость этой войны, что основной вопрос этих выборов — вопрос победы или поражения Запада и Америки как лидера свободного мира в этой войне. Так 50, не могу не сказать несколько слов о Нетаньяху. Противоречивая фигура, там очень разделено общественное мнение в отношении него в Израиле. Я не хочу ни за него, ни против. У меня много друзей на той и другой стороне. Моя тактика не вмешиваться в внутриполитические дела стран наших союзников. Но то, что он великолепный оратор, на сегодня в англоязычном мире он лучший политический оратор. Гораздо лучше, чем все американские политические деятели. И рядом не стоял. Но, может, только английский бывший премьер и министр иностранных дел Кэмерон неплохо говорит. Его эту речь можно поставить наряду с лучшими военными речами Черчилля. Это была совершенно блестящая речь, которая заставила даже замолчать и что-то выжать из себя комплименты его противников в Израиле. Так 50 демократов не явилось публично, а одна там исламофашистка, которая является членом Палаты представителей, конечно, участвовала и в бойкоте Украины во всем. Некая Фатима или Хатима сидела в первом ряду с плакатиком «Военный преступник». Бог именно. Это левое крыло, оно немножко к нашей удаче, что ли, оно, конечно, не за поддержку Украины, но, во всяком случае, не так бешено против Украины, с каким бешенством они против Израиля. Но эта ненависть к Израилю, она входит в обязательный идеологический набор так называемых прогрессивистов вместе с борьбой против глобального потепления, за права ЛГБТ и так далее. И я все время подчеркиваю ошибку. Помните, еще 3 месяца назад я ему рекомендовал сделать блестящий шаг, отказаться, сказать, что я должен сейчас сосредоточиться на роли своего президента, лидера свободного мира в борьбе с агрессором, и я отказываюсь от участия в избирательной кампании. Он затянул на 3 месяца. Так, и это напрасно оглядывается Харрис на свое левое крыло. Почему? Потому что я вернусь к той мысли, которую я уже затронул, что решать будут неопределившиеся голоса. Да, эти самые фанатики левые, но все равно уже в день голосования не за Трампа они будут голосовать. Все равно, может быть, они будут с проклятиями в отношении Харрис, но на нее. Но важно, что неопределившийся, такой обычный средний избиратель, он будет голосовать за ту партию, за того лидера, который 5 октября, когда эта уже мировая война будет бушевать вовсю, больше себя проявит как потенциальный лидер свободного мира. Поэтому, еще раз повторю, у Харрис хорошие шансы выиграть эти выборы, но если она последует моей центральной моей рекомендации и воспользуется этим уникальным шансом, который ей просто подыграло, и для этого последовательность событий в Конгрессе потребовали его. Администрация должна дать доклад по целям Украины. Скажи им, мы полностью разделяем цели, сформулированные в докладе уважаемых наших коллег, господ Макко, Роджерса,
и дурно. Вот такой, на мой взгляд, расклад сил сегодня в политической борьбе в Соединенных Штатах. Но что многое меняться, многие могут со мной в чем-то не согласиться, но главное уже это бесспорно. Война, мировая война, война, объявленная Израилю и Украине на уничтожение их, и роль Соединенных Штатов в этой войне становится центральным вопросом избирательной кампании. И победить тот, кто более адекватно ответит на этот вызов. По поводу еще переговоров, тут высказался и помощник Путина Патрушева, бывший секретарь Совбеза РФ. Он заявил, что заявление Украины и Запада о переговорах – это тактическая уловка. По его мнению, она используется для передышки, поскольку Россия имеет преимущество в войне. При этом реальных шагов по переговорам Украина не делает. Это говорит Патрушев. Но и мы помним статью от The New York Times, где Россия звонит в Пентагон и жалуется, что вот Украина якобы готовит какие-то очень секретные операции на территории России. Так это такое преимущество в войне у России? Или о чем он имеет в виду? Преимуществ, конечно же, никаких нет, а передышка нужна. То, с чего мы начинали этот разговор. России во что бы то ни стало нужна передышка в этой войне, чтобы наконец-то все-таки довооружиться и уже напасть на Украину окончательно, на всю территорию и растерзать. И когда в этих вот кругах там наверху постоянно идет разговор о том, что нам нужна передышка, нам нужна передышка, нам нужна передышка, на варе же шапка горит. Ведь тем более эти люди, они очень примитивные. Они то, что услышали, на том языке и разговаривают. Если у них с утра до ночи был разговор о передышке, то они именно об этом и говорят. А не замышляет ли весь мир коварную передышку? Ну, слушайте, в психологии это очень простой прием. Так первоклассники обычно общаются. Это когда «а мама велела передать, что папы нету, поэтому заходите». Ребенок, он устроен очень просто. Вот эти люди устроены точно так же просто. Они в уста своих оппонентов вкладывают мечты о передышке, потому что это единственное, что они обсуждают сами внутри своего правительства и власти Совета Безопасности как самую важную задачу России — получить передышку. А почему, вот я вспомнила о том, что они звонили Остину, Белоусов, это новый министр обороны России. Как вы думаете, а почему он имеет совесть и даже он позволяет себе позвонить коллективному Западу с тем, с кем они якобы воюют, ну и просить как-то повлиять на Украину? То есть Америка первая начала, это первые звонки Белоусову. Белоусов тихо вкрался в свой кабинет, вдруг нашел в письменном столе маршальские погоны. Очень сильно обрадовался о том, что он теперь, посмотрите, прям-таки настоящий, боевой. Странно, что на его кителе еще не было 3 раза Героя Советского Союза или что-нибудь на эту тему. И бац, раздается звонок. Он подходит к телефону, а там «Do you speak English? How do you do?» Выясняется, Америка на проводе. Звонит министр обороны Соединенных Штатов Америки. Встань смирно! Это ж какого уровня ты достиг, если тебе, смотрите, живой американец звонит. Человек от страны номер 1 на планете Земля. Он ответил тем же. Он так, да я сейчас как позвоню, да я сейчас в Америку позвоню. Вы знаете, какое? Я вот прям сейчас в Белый дом. Ну, ладно, кто там у них есть? Ну, кто-нибудь свободен, да, не спят. Часовая разница. Америка это где? Дайте на глобусе посмотреть. Все, сейчас. Я решил. Я сейчас в Америку позвоню. И ведь позвонил. Это же какой крутизны! Геостратег, политик письменного стола, директор департамента табуретки и одного телефона. Вот это личность, смотрите. Ему-то Америка позвонила. А он-то что? А он взял и ей в ответ позвонил. Вот это действительно, вот этот человечище. Ну все, пошли обедать. Это очень просто все. Вот прям совсем просто. Сказать-то нечего, смысла никакого, а зато как вокруг все аплодируют. Наш-то, смотрите, самому председателю колхоза-то колеса спустил. Во какой Васька-то у нас. Если чё, у него и самогонка самая крутая, так что мы теперь за Ваську. А неужели США настолько боятся Кремль, что по их просьбе они потом звонят Украине и просят отменить все планы и все тайные операции? Никто в Украину не звонит. И Америка — это не та страна, которая может сказать, слышь, ну-ка ты звякни. Рассказать в общественном пространстве, тем более, что здесь еще разница переводов. Министр иностранных дел Лавров, он демонстративно всегда любому своему собеседнику в лицо говорит «ты».
Ну, потому что по-английски это обращение you, вы. В английском языке нет обращения ты. Но все знают, наш-то, смотрите, наш-то. Смотрите, оно вот ты, а тот ему на вы. Это разница перевода. Политика выстраивается вокруг того, чего не существует. Или очень призрачно, но должно приобрести максимальную убедительность. А так, чтобы кто-то кому-то позвонил, и после этого были какие-то последствия, последствия бывают после непубличных звонков. И созваниваться стороны не перестали. И созванивались в холодную войну, в горячую войну, по поводу войск в Афганистан, нападения на Сирию. Все всегда друг с другом на связи. И штабы, и разведки, и администрации первых лиц. Но чтобы Америка что-то боялась, Россию. Америка, она же, когда президенты у них выходят в отставку, создается сразу публичная библиотека с документами на период президентства этого человека. И самое интересное — это мемуары. И они потом рассказывают, что они думали, почему они принимали такие решения. Вот пока он был при должности, он отвечал за страну. Он должен был быть стратегом, очень серьезным человеком. Каждое его слово имело всегда колоссальные последствия. Когда он в отставке, пенсионер, как правило, преподаватель какого-нибудь университета, он рассказывал, что он думал в тот момент, когда вот сидел, например, за столом переговоров с русскими. И очень многие президенты, оценивая внешнюю политику Советского Союза, генеральных секретарей, делегации, которые приезжали, они все так или иначе в очень вежливых фразах рассказывали, что я общался вот с этими неумными людьми, у которых очень странные, очень бойкие фантазии, очень агрессивные. Они всерьез, оказывается, думают, что Америка собирается на них нападать. Им же нужно с психиатрами разговаривать. Но в результате они почему-то разговаривают со мной. Ну, так получилось, что я, видимо, в роли психиатра. И американские президенты, что вот по списку, если посмотреть, почитать их мемуары внимательно, они всегда к российским делегациям, к российским инициативам, к российской внешней политике относились как к недоразумению. Из серии: вы что, серьезно? Вы что, правда ничего не понимаете? Вы до такой степени примитивные? У вас настолько одноклеточные мозги, и вы это называете стратегией? Русские, ну, мы были о вас лучшего мнения. В лицо такое не говорят. В мемуарах такое очень подробно описывают. По ощущениям, по пониманию. То есть не о том, что это не то, что это только факт. Это еще и вот такой разговор. Мы сидим с ним, я смотрю на него и понимаю, что этот русский реально верит в то, что он говорит. Но это же абсурд. В нормальном мире мы понимаем, что это же диагноз. Это просто психиатрический диагноз. И это происходит на протяжении всего существования Советского Союза. Вот как началось в 1917 году, так в 1924 не закончилось. И говорить о том, что Америка боится, хорошо, если Америка не в открытую саркастически ухмыляется. Хорошо, если она делает серьезное лицо. Но это максимум. Потому что действительно очень смешно, то, что приходится с такими недоумками иметь дело. В Санкт-Петербурге прошел военно-морской парад. Его принимал лично российский правитель Путин. И многие обратили внимание на приветствие моряков. Давайте мы с вами его посмотрим. Здравствуйте, моряки! Поздравляю вас с участием в праздновании Военно-морского флота России. Экипаж корабля в ответ на приветствие президента Российской Федерации выполняет церемониальное движение Тинджай, чем символизирует огромное уважение к человеку. Экипаж поднимает правую руку перед телом и произносит приветствие: «Да здравствует российский военно-морской флот». Команда повторяется 3 раза. Какие-то флешбеки? А у вас есть понимание, что это за Тинджай? Я служил во флоте, срочную службу, и Хай Гитлер у нас не было, даже если это называлось Тинджай. Теперь в стране фашизма нужно было найти тех, кто легитимизирует новый вариант армейского приветствия. Знаете, кто-то должен быть первый. Вот только придумали, и нужно же, чтобы кто-то начальству доложил. Моряков решили уговорить на эту должность и сказать: ну, морячки, все-таки именем Петра, флот, давайте все-таки скинем маски. Ну, Хай Гитлер уже. Ну, товарищ президент, Хай Гитлер уже. И так 3 раза.
У фашистов было 1 раз, у германских, у российских 3. Назвали, правда, по-китайски. Просто интересно, а что же будут они далее демонстрировать, если уже так открыто? Ну, дальше по списку много всяких культурологических нюансов и контактов с внешним миром. Ну, харакири, например, не менее красиво. Ну, и когда войну проиграют. А сейчас вот эта атрибутика фашизма, ведь Советский Союз же не зря выращивал германский фашизм, не зря песни общие пел, маршем одинаково пытался ходить. Правда, немчики получше ходили, чем российская армия, чем РККА. Ну, сейчас нужно этот вот исторический пласт наконец-то докопать, долюбить, допредъявить. Там еще, кстати, в этой же атрибутике, ну, кроме Хай Гитлер, там СА, СД и СС, ну, практически аналоги-то существуют в России, потом факельные шествия, и, ну, дальше по программе идет сожжение на кострах, начнут с книг, потом перейдут на людей. Если все-таки вспомнить об этом параде, который произошел, то не показали там корабли, которые атаковала Украина. Во время трансляции главного морского парада в честь военно-морского флота показали всего лишь 2 корабля Черноморского флота. Ими стали корвет «Меркурий», но и также фрегат «Адмирал Григорьевич». И СМИ пишут, что вот не было никаких кораблей, которые якобы атаковала Украина. Ну, подтверждения были о том, что они либо получили какие-то незначительные ушкоджения, но и также была информация, что некоторые из них пошли на дно. Почему Путин об этом не вспомнил и почему они не презентовали то, что якобы Украина там ничего у них не потопила? В эту игру очень тяжело играть, потому что, с одной стороны, все для фронта, все для победы, вставай, страна огромная, а с другой стороны, ничего не происходит, мирная жизнь, в Крым ездим отдыхать. Совместить это, тем более Путину, совершенно не по силам. Слишком эклектично получается. Так у тебя война, и все до последнего, или у тебя мирная жизнь, и просто где-то какая-то там тлеет тихонечко СВО. Как-то демонстрировать собственную поверженную технику, так или иначе акцентировать внимание на том, что у тебя утопили весь Черноморский флот, на том, что Украина, не имеющая серьезных ВМС, выиграла войну на флоте, и Черноморский флот, загнанный под лавку, теперь уж если и существует, то скорее в подводном состоянии, чем в надводном. Это не для праздника. Тем более Путин, который даже не смог вспомнить, что именно они отмечают, и поэтому поздравил флот с флотом, а не с Днем военно-морского флота, он тем более не потянет каких бы то ни было аналогий. Если увидит, испугается, знаете, как пожилого человека, в принципе, как маленького. Его же запугать-то легко и просто. Его психиатрические диагнозы, они, конечно, понятно, что переписаны все, и все заранее известны, понятно, какими таблетками купировать, но лучше лишний раз в тупик не ставить. Для Путина все тупик. А здесь парад, здесь, наконец-то, во всем белом, красиво, ура, Хай Гитлер. Для Путина, все-таки немецкоговорящего президента, бывшего президента, ныне диктатора, это абсолютно понятная стилистика и логика. И вдруг тут бы что-нибудь непрезентабельное, что-нибудь такое там, в шрамах, там какой-нибудь боевой генерал без руки, или там подбитый танк, или, не дай бог, поднятый со дна морской пучины какой-нибудь боевой корабль, который там прямо в Украине утверждал русский мир. На парадах так не бывает. На парадах бывает поздравление, потом солдатам дают, матросам дают 2 яйца вкрутую, кусочек сливочного масла, кусочек хлеба. Это, собственно, и есть главный праздник. Все остальные идут пить водку. Вот и все. Тут нет места теням, полутонам, только яркий белый свет, только парад и только абсолютная незыблемость бытия. Вот такой парад был в прошлом году, в позапрошлом году, позапрошлом году. Такой парад был всегда. Ну, с перерывом на 41-45. Поэтому вечная Россия. Все в порядке. Парады по расписанию. Институт изучения войны пишет о том, что Россия использовала День военно-морского флота, чтобы попытаться создать объединение против Запада, потому что приняли участие тут другие страны, в том числе Азербайджан, Венесуэла, Вьетнам, Куба, Мьянма, Сирия, Катар, и все они якобы сотрудничают с Россией. А что, по вашему мнению, продемонстрировала Россия, и зачем ей сейчас показывать эти отношения якобы с рядом незападных государств? Россия, она велика. Россия, она на глобусе занимает самое главное место.
При этом, какое событие бы ни произошло международное, от этого глобуса делегатов-то нету. Не ездят в Россию, руки не жмут, в ногах не валяются, в засос не целуются. Ну как ж так? А тем не менее, Россия – это страна, которая не заканчивается нигде. У нее везде геополитические интересы, и везде союзники, и везде друзья. Раньше бывало, он как не выстроишь на трибуне мавзолея до горизонта всяких военных атташе. Друзья. Там посмотришь, там тебе и Африка, и Ближний Восток, и какая-нибудь Южная Америка. Вот эта игра продолжается. Это то же самое, как игра в парад. Параду быть. Международным отношениям быть. Подойдут любые в любой конфигурации. Дружеские делегации, военные совместные учения, какая-нибудь торговая палата совместная, какое-нибудь единое экономическое пространство. Россия не должна ни в коем случае сама перед собой, перед всем миром ей плевать, сама перед собой показаться ущемленной, лишенной внешних контактов. Ведь для советского человека самое важное же была заграница. Перед заграницей всю жизнь советский человек присмыкался. Для советского человека фетишизация Запада была абсолютной. Не случайно же, если американец позвонил, так это же самый главный человек на Земле. Присутствие американца – это уже счастье, это уже праздник. Не настолько нужен свадебный генерал, сколько нужен живой американец. Любой. Но гувернантка французская тоже была из этой же самой серии, которая дворянских детей учила. Потому что иностранцы – это всегда высший сорт. Любой дворянин российский считался тем более родовитым, чем у него в происхождении кровей было иностранных намешано больше. Если ты был дворянин из абсолютно русских, ну так себе дворянишка, второй сорт. А вот если ты, например, какой-нибудь Лермонт, так это все-таки первый сорт. Если какой-нибудь фон Визен, это точно первый сорт. Ну потому что это заграница. И перед заграницей всю жизнь присмыкались. А сейчас никакой заграницы нет. Приличного американца, да он был Гершкович, и того посадили. Найти какого-нибудь нормального там шведа, да где что вы найдешь? Французы крайне редко. Немцы, ну, в общем, друзья, но тоже не приезжают. Тут им Янмас годится.